Всем привет! Ни для кого не секрет, что Xiaomi Mi Band это самый популярный фитнес-браслет на Земле. Если вы живете в более-менее крупном городе, то по-любому за целый день увидите несколько человек, у которых на руке будет Mi Band 2 или 3 поколения. Лично я, пока еду в метро на работу, вижу несколько таких людей каждый день. И вот недавно Xiaomi представила 4-ю версию своего умного браслета Mi Band 4. А если быть точным, то Mi Smart Band 4. Как по мне, уловка в названии не удалась. Все равно все называют просто Mi Band 4. А вот насколько он смарт и как сильно он продвинулся от предшественника, это мы сейчас и узнаем. Естественно, стоит начать с корпуса. 4-я версия очень сильно отличается по дизайну от 3-й версии и скорее не в лучшую сторону по некоторым пунктам. Если Mi Band 3 это капсула из цельного пластика с красивым 3D закруглением, который уходит в ремешок и создается впечатление, что капсула и ремешок это единое целое, то в Mi Band 4 корпус сделали более плоским и саму капсулу разделили на два уровня. Нижний это старый добрый пластик, а вот верхняя часть это уже закаленное 2,5D стекло. Что касается прочности стекла и пластика, за год использования Mi Band 3 не появилось ни одной крупной царапинки. Есть очень-очень маленькие, но нужно реально тщательно присматриваться, чтобы их увидеть. Mi Band 4 я пользуюсь полноценно уже неделю, и конечно сложно сказать, как он поведет себя в долгосрочной перспективе, но за неделю с ним вообще ничего не стало. Стекло идеальное, как при распаковке, так что как минимум должно быть не хуже прошлой версии. Но вот в чем Mi Band 4 лучше Mi Band 3 вот прям на 100%, так это скольжение пальца. В 4-й версии на стекло нанесено отличное олеофобное покрытие и палец скользит прекрасно. Не могу сказать, что в Mi Band 3 в этом плане прям намного хуже, но пальцу скользить сложнее. И что касается удобства ношения, ремешок для Mi Band 4 никак не отличается от ремешка для Mi Band 3. А значит, можете смело брать ремешки от 3-й версии и не переплачивать, если вас пытаются развести на версию поновее. Но, видимо, из-за чуть возросшей толщины Mi Band 4 носить его все-таки немножко комфортнее, по крайней мере для меня. Теперь он не так сильно болтается на руке, как Mi Band 3, при условии, что отверстия на ремешке используются одинаково. Переходим к дисплею. Дисплей на Mi Band 4 больше Mi Band 3 на 39,9%, а именно 0,95 дюйма против 0,78 дюйма. И разрешение на новой модели составляет 240 на 120 пикселей против 128 на 80 пикселей. Ну и конечно, помимо увеличенного разрешения Mi Band 4 теперь стоит цветной AMOLED-дисплей против монохромного OLED в Mi Band 3. И конечно, если сравнивать их лоб в лоб, то разница просто колоссальна. Шрифты на Mi Band 4 более гладкие, новые иконки просто космос. Особенно мне нравятся иконки сердцебиения и погоды. Но есть один нюанс. Из-за того, что теперь используется цветной дисплей, то под малейшим наклоном его становится видно. На Mi Band 3, например, как ты его ни крути, он всегда остается черным, что несомненно выглядит намного симпатичнее и дороже. Давайте сравним один и тот же текст в уведомлении на Mi Band 4 и Mi Band 3. Согласитесь, что это существенный прорыв. Если на 3-й версии мне приходилось пролистывать 2-3 экрана, чтобы прочитать одно уведомление, то на 4-й версии в подавляющем числе случаев достаточно одного экрана. А если его все-таки не хватает, то немного опускаешь вниз и все. А дальность соединения с телефоном увеличена, потому что Mi Band 4 используется Bluetooth версии 5.0 против 4.2 в 3-й версии. И поэтому, если даже телефон находится в другой комнате, уведомление на браслет все равно придет. И если раньше, когда приходило уведомление, то вибрация была крайне посредственного качества, то теперь это очень мягкая вибрация. Я бы даже сравнил этот переход с обычного вибромотора на Taptic Engine, как в свое время это случилось на iPhone. Реально очень приятная вибрация. И в дополнение к этому вибрацию можно настраивать для каждого действия. Причем нет каких-то стандартных наборов на выбор, а ты сам можешь создавать вибрацию. Так можно даже не смотреть на дисплей и понять, что тебе пришло: обычное уведомление, смс или простое напоминание. Давайте перейдем к интерфейсу и управлению. Если на Mi Band 3 управление осуществлялось в паре с сенсорным экраном и кнопкой для подтверждения действий, то в Mi Band 4 можно управлять полностью через сенсорный дисплей. Конечно, здесь есть кнопка, которая выполняет действие назад, но по факту она не нужна. Как выглядел интерфейс на Mi Band 3? По меню нужно было передвигаться вертикальными свайпами, а потом горизонтальными внутри каждого раздела. На Mi Band 4, как по мне, сделали намного логичнее. Так как дисплей у нас вертикальный, то и свайпы удобнее делать только вертикальные. И теперь, когда мы перемещаемся по пунктам меню и проваливаемся дальше, то внутри мы также перемещаемся вертикальными свайпами. Таким образом, мы приучены к одному виду перемещения и можно не путаться, когда делать вертикальный свайп, а когда горизонтальный. Ну и как я сказал, кнопка по дисплеем на самом деле не особо нужна, потому что действие назад осуществляется свайпом с левого края экрана, как на iOS.
Что по основным нововведениям? Теперь вместо 3 главных экранов в Mi Band 3 нам доступно по сути бесконечное множество вариантов главного экрана в Mi Band 4. Уже сейчас доступно несколько десятков вариантов из коробки. Основной их минус — дата в них отображается по американскому стандарту. Месяц, а потом число. Многие из циферблатов чисто китайские, на любителя. Однако уже сейчас можно поставить очень достойные сторонние циферблаты. Ссылку на приложение, где это можно сделать, я оставлю в описании. Как вам, например, Киану Ривз, Cyberpunk 2077, Звездные войны, Мстители, Человек-паук, Папка G, Веном и еще куча других как тематических, так и самых минималистичных циферблатов. Также добавили возможность управлять музыкой на телефоне прямо с браслета. Можно увеличивать громкость, переключать треки и ставить музыку на паузу. Это очень крутая функция для тех, у кого нет продвинутого управления музыкой на самих наушниках. Причем в Xiaomi понимают, что это крайне важная функция, и поэтому вынесли ее на главный экран. Не обязательно заходить в дополнительно, а потом музыка. Достаточно просто сделать свайп слева направо на циферблате и откроется управление музыкой. Xiaomi красавчики. Также приятные новости и для спортсменов. Вместо всего 2 встроенных режимов занятий спортом на Mi Band 3 — это беговая дорожка и зарядка, а ходьба, бег и велоспорт нужно было включать в приложении. На Mi Band 4 включено сразу 6 видов активности. Это бег, дорожка, велосипед, ходьба, зарядка и бассейн. Причем длину бассейна можно выбирать 25 метров или 50. Внимание к мелочам — это всегда приятно. И если Mi Band 3 можно было максимум использовать в душе, хотя я знаю, что и в бассейне с ним многие плавают, то вот в Mi Band 4 добавили уже полноценную защиту от воды, и с ней можно погружаться под воду вплоть до 50 метров. И что касается датчика сердцебиения. Я протестировал его несколько раз и могу сказать, что на Mi Band 3 он работает быстрее на 2-3 секунды. Однако у него есть ошибки. Так, в первый прогон он вообще показал пульс в районе 50, а на Mi Band 4 он был 70. И в дальнейшие разы Mi Band 4 стабильно показывал 1 уровень пульса, хоть и делал это чуточку дольше 3-й версии. Но в Mi Band 4 измерения сердцебиения прокачали, и теперь браслет может включать измерение пульса автоматически при определении активности, а также заявлены периодические уведомления и уведомления при критическом значении пульса. Но почему-то последние 2 функции я не могу включить. Возможно, это появится уже в будущем обновлении. Mi Band 4 уже 2 раза обновился из коробки, а также 1 раз в течение недели использования. Видна активная работа над браслетом, и это безусловно очень радует. Про автономность за 1 неделю сложно сказать, но Xiaomi заявляют до 20 дней автономности при периодическом использовании автоматического мониторинга пульса, 100 уведомлений и 5 минут вибрации в день. Если вы не пользуетесь датчиком сердцебиения, то можно рассчитывать примерно на месяц автономности. Короче, с батарейкой все здесь нормально. И я на самом деле считаю, что Mi Band в некоторой степени является пауэрбанком для смартфона, даже несмотря на то, что Bluetooth жрет немножко батареи. Все равно не нужно каждый раз тянуться к телефону, чтобы проверить время. Не нужно доставать телефон из кармана, чтобы проверить, что за уведомление там пришло. Не нужно разблокировать телефон, чтобы переключить трек. В общем, Mi Band берет очень многие функции на себя и тем самым экономит батарейку на телефоне. Другие интересные функции. Режим «Беспокоить» для Mi Band переехал на браслет с приложением, что намного логичнее. Также появилась функция автоматической блокировки браслета, если вы сняли его с запястья. Ну и конечно же можно включить функцию Smart Lock на Android, и на телефоне не нужно будет вводить пароль для его разблокировки, если Mi Band находится рядом. Это было и самым первым Mi Band, просто напомнил. Стоит ли сэкономить и взять китайскую версию или переплатить и купить глобальную версию? Разницы между ними на самом деле практически нет. В любом случае китайская версия при первой настройке обновится на русский язык, так что можете смело ее брать и на сэкономленные деньги докупить парочку ремешков. Ну и конечно же многие задаются вопросом, стоит ли покупать версию с NFC? Ведь даже не нужно будет доставать телефон для оплаты. Это уже прошлый век. Нужно расплачиваться с колец и с умных браслетов. Про кольца я, кстати, не шучу. Если не в курсе, то загуглите. Так вот, уже этим летом 2019 года на Петербургском экономическом форуме Xiaomi и MasterCard подписали соглашение о запуске Mi Pay в России. Так что в теории, если вы купите версию с NFC, то в ближайшем будущем все будет работать. Но я не могу это гарантировать, потому что, возможно, идут какие-то региональные ограничения, и, например, Mi Pay будет работать в России только в RST-шных версиях. Короче, нужно дождаться уже официального запуска. Ну так что, заслуживает ли Mi Band 4 названия Mi Smart Band 4? Я думаю, что несомненно. Браслет прокачали абсолютно со всех сторон. Он лучше своего предшественника практически во всем. Разве что дизайн Mi Band 3 мне нравится больше. Но в общем и целом это очень классное обновление, и даже если у вас есть Mi Band 3, можете обновляться, точно не пожалеете.
Ну и, конечно, в описании я оставлю ссылки на разные версии Mi Band, как на Яндекс.Маркет, так и на лучшие магазины с AliExpress. Главное, не забывайте про кэшбэк. Ссылки на разные версии браслетов и на кэшбэк будут в описании под видео. Пишите, как вам обновление, какие версии Mi Band у вас были. Лично я пользовался всеми 4 версиями, и на самом деле прогресс какой-то просто невероятный, конечно же, с учетом цены на устройство. Я уже с нетерпением жду Mi Band 5, если добавят возможность загрузки музыки на браслет и микрофон с динамиком, то никакие смарт-часы вообще не нужны будут. Но это, конечно же, хотелки, как будет в реальности, посмотрим. В любом случае, спасибо, если досмотрели этот обзор до конца. Увидимся в следующих видео. Всем большущей удачи, всем пока.